Так, всем привет. Сейчас маленькие наушнички сниму. Ну что, продолжаем играть World блюза. Что это было? Короче, вчера мы сделали первую порцию заданий. Сейчас, я так понимаю, нам нужно будет в запретную территорию попасть. Forbidden Zone Dome Entrance. Ну да. И здесь очень много сайд-квестов, в отличие от других DLC. Ну, первых двух, по крайней мере, да. Вот, очень много контента. И сама локация, она прям наполнена. Ну, тут месиво, конечно, да. Вот тут вот начинается вот эта тема, знаете, когда слишком много противников. Не знаю, в принципе, зато в Зайоне ходишь, там пусто. Там такое же месиво, но только там пусто. Я не знаю, вот реально, Сьерра Мадре больше всего подходит из контента, потому что одни и те же противники, но они ну, понятно же, какие они. Плюс голограммы, которые убить нельзя. Еще там только рад эти, тараканы есть. Во. Здесь, конечно, да, месиво чувствуется, но мне, в принципе, нравится, честно. И само DLC, и месиво. Ладно, пойдемте по заданию. Потом можно будет еще с роботами, наверное, пообщаться. Почему нет? Для начала я хочу в багажник, так сказать, отправить некоторые вещи, которые у меня тут остались, да? У меня 308, к сожалению, особо нету, поэтому... Экстра антенна, блять. Оружие антенна. Мы здесь были, кстати говоря. Воу-воу-воу. Как опасно. Или мы не были? Нет, мы здесь были. Да, я здесь ходил. Мы сломаем не этот, мы сломаем еще больше. Сколько есть, мы все сломаем. Нет, нет, нет. Персонаж прихромать начал. Это я еще и под психа. Урон отсутствует, так сказать. А, нормально. Сейчас этим паками долбанемся. Кстати, наверное, когда игру буду перепроходить, это уже будет не на хардкоре. Мне... What the fuck? Я только зашел сюда. Короче, наверное, не на хардкоре, но мне не нравится инстантное восстановление. Блять. Там... Ладно, рот, блять. А что с ним делать? С этим наркоманством. Так, для начала.
Сейчас мы его нахуярим GRX. Я так понимаю, это мини-босс, ебать. Даже просто интересно, а его реально вот так вот просто убивать и все? Надо еще один GRX активировать сразу. Жесть какая-то. Не, ну что-то мы ему там сносим, да? Походу мы его убили, да? Так, Rad Poison. Где Radix, Radaway? В зависимости от бафаута, ну ладно. Ауч. Disable or destroy Giant Robo Scorpion. Ну мы его как-то жестко обоссали, да? То есть, ну я думаю, это не совсем преднамеренно. Что с него? Оверчарджи, лайер. Ну, в принципе, ничего интересного. Там всякие скрэпы и так далее. А как его надо было обезвредить? Какой-нибудь до компьютера, до какого-нибудь доползти, я так понимаю, да? Бать, GRX что-то долгий какой-то, да, мол. Тут что-то лежит. Какой-то лазер. Может, терминалом закрыт каким-то? Я хрен его знает. Нет, это все не наши патроны. Туда как-то еще можно попасть? Да, ну ладно, давайте сначала по квесту пойдем, короче. Надо общаться с доктором Мобиусом. А вот и он. В такой же этой херне, грубо говоря, находится, как и мы. Видите, а это что такое? Brain Tank. Здорово. Yo, hello there. You are there, aren't you? Forgive my confusion. So hard to tell these days. You seem familiar somehow. I'm guessing you're here for your brain, perhaps? It's just up there. Such a nice brain, young, very bright. Little hard to see you. Can you walk into my left, right FOV cone? Ah, that's it. You're coming into focus nicely. Whoa, did I leave that on? I thought I'd powered it down. Was wondering what was causing the power outages. Really? That implies preconceived notions, theories, and a hypothesis about this meeting? Please extrapolate. What was I supposed to be like? After all, it might be worth a cognitive realignment if your theoretical Mobius is better than I. Oh, a variety of reasons. You're something of a homily. The anomaly? You're really quite special, and not in the cranially challenged way. You see, you are the most successful brain extraction experiment ever performed here at Big Mountain. A victim of your own success, as it were. If you were to go back with what your brain knows about the procedure, well, your brain could be popped back in and you could walk right out of here. Can't have brains moving around of their own volition.
Oh, curiosity. I experience that less now that I know everything. Oh, maybe it was when I found out some unpleasant... The ghosts aren't real? That changes everything. Why, I can save my computing power for other perceptual Как его impossibilities. жалко даже, если Please честно. be my guest. The receptor is there, and the... Oh, yes, that feels wonderful. This is even better than my afternoon mentats break. Well, every scientist needs an army. Mine came to me after these rather large scorpions kept coming in from the desert, like poisonous frosting. How scary, I thought. But they had survived when nothing else had. Perfect candidates for improvement as a reward for their tenacity. Then I thought, what if they shot energy bolts and acted as walking eyes and data-drained computers and acted as bullhorns? Then I made them bigger. Then I thought about custard. I do so love custard. Or was it mustard? Mustard custard. I miss sugars and salts. I find... Oh, I was probably tripping hard on Psycho when I sent that. Had to work myself up to it. Not usually violent, except when I am. Then, watch out! So many chems, such varieties. Whenever I take mentats, I can feel my entire chassis breathe like a Не знаю, вам жалко big его, мне лично spherical жалко lung. немного. Он приятный чел. As for the Psycho, sometimes get the chem dispositories in my tank all switched up. Go in the wrong tube. Still, served its purpose. Did I? Maybe I did. Can't have them leaving. Some reason for it. Ethics or, conscience? You and your brain are quite alike. I'm sure it knows the raisins better than I do. Dr. Mobius. Rather catchy, isn't it? It's my name, and my new name overwrote the old one. This name's as real as you or I, although I believe your brain expressed similar incredulity at the nature of such an appellation. Someone's been watching too many old-world science fiction movies, it said. I must admit I have a vulnerability for holotape fantasies of planets and robots and all that is forbidden. As for the name I was born with, like the think tank, we were all reprogrammed to forget them, take on new names. It enforces the recursion loop in our perception programming. Now, trap is a rather harsh word, like excrement. Not an inappropriate word, but still rather harsh. But, yes, I did take some liberties with their programming. It's all right, they don't remember. I certainly didn't until you said trap, and then I said excrement, and then... The radar fence to keep the think tank hemmed in wasn't really enough. They keep testing things. They would have found a way to disarm it. I suspect I have Plan C's in place, but I may have coded myself to forget them, just in case. Probably very dangerous, lethal, or worse.
So I had to do something else to keep them occupied here. Or as you like to say, trapped. I prefer to have several plan Bs in case the As fail. Oh, you figured it out. No pun intended. Dr. O, which is actually not his real name multiplied, since you can't multiply his real name in the first place. Ouroboros, Klein, they have all forgotten themselves. And not only themselves, but the world, sense of time, and history. All that is left is what's here. I reprogrammed their chronometers, geometers, and cartography programs. This is now their world, here, Big Mountain. It was a merciful lobotomy, really, thinking back. They were my friends, but sometimes they would take things too far. And the world isn't ready for that kind of too-far thing-taking. That's my professional opinion, anyway. And I am told I was once quiet professional. Really? It is so unlike me to make an error in anything I do. Well, it's simple. Despite their many failings, they are rather bright. They are the think tank for a reason. That I didn't change. Without something to distract them, make them afraid, they would simply deduce what had happened. And when they start deucing it up, then you came along, the final variable solved. They saw that their world was larger than they perceived. Bacteria, finally able to see its host. There have been other visitors to make them doubt their perceptions, but you are the one who dialed back their monitor micromagnifiers. You were irrefutable proof that there was a world outside. And then there was the whole brain fiasco, which forced me to take steps. А прикиньте, просто выбрать диалог, его убить и все, и пропустить всю эту информацию. A uniquity that they had never thought to try in all their countless escape attempts. Yes, very good. I should have mentats ingest you instead of the other way around. Mentats. In any event, you showed up at the think tank, and because you had suffered a cranial injury in just the right place, bullets in the head are usually much more fatal, and yours was a light case of bullet headitis. But it was enough for the auto dock in the sink to change its programming to fix the problem. And the brain extraction technology for once worked. That gave the think tank the knowledge its brains couldn't possess. With that knowledge, the procedure can be reversed. If they obtain that procedural data, they can use it to mush and modify their cranial cells into hosts to slip past the radar fence. Они просто мозг в людей засунут, я так понимаю. Их вытащат, засунут в другой мозг, ну свой. I consider coincidence to be profanity, along with the words astrology, herbal tea, and luck. So watch it, potty mouth.
My threat broadcast. Так, сейчас приду. Is designed to instill and install fear. And along with the emotional download, other data rides the fear carrier wave. It prompted them to focus on retrieving those technologies and bring them to attack me. And coincidentally, pardon my language, all those technologies are needed to put a brain, your brain, back into its skull properly. Oh, that means my plan is a total failure. That is unfortunate. Oh well, at least I tried. Yes, my overly aggressive, cammed-up broadcast was designed to keep reinforcing the forget, fear, rinse, and repeat program. Oh, and the get me the things to castrate your only possible escape attempt. But I couldn't delete you or your arrival any more than I could the other visitors. Only so much science can do when you started talking to them. You're really quite difficult to ignore, you know. It's because you're, well, rather intriguing, if you'll forgive an old brain for saying so. The X2 antenna can be used to focus your alpha wave frequency thought patterns. The sneaky suit? Why, it houses a cardiac regulator. And the sonic sound wave projecto emitter was never intended as a weapon. It was a medicinal vertebrae pulse desensitizer. In short, brains, a heart, and courage. Spine. I think there was a story once where a band of murderous thugs sought these things. They had them all the time in the story. Didn't stop them from murdering to get them. And it won't stop the think tank either. Yeah? Bullets? Oh no. I doubt your brain would be so unreasonable. It already know. If you become friends or exist in an uneasy truce with weapons aimed at each other, well, once the think tank... No. The first one, the ruthless one who smashed up our toy train. The other asked a different question, and with it, he spoke to the think tank to climb the...
Oh, intriguing. I've never been Well, if there's going to be killing... How should we begin? Engineering viruses, cancerratic beams, atomics, electrocutioning? Неужели его не убивать Should I нельзя? Oh, now you've done it. I feel a twinge of... Minions, destroy this in... What it's like to be killed. Well, you're about to find out, bitch. My goodness, it's wow. Хп что-то заканчивается. Бля, у меня персонаж не хочет ходить в этот. Да меня убьют сейчас из-за этого, долбоёб, блядь. Чё, угораете, что ли? Жалко, что его убили. Ебать, аннотатор, бля, псих. Все есть. Пацана тупо все есть. Так. Что-то я тут еще могу все взять, да? Накопилось, так сказать. Давайте что-нибудь с Ватсом связанное, я не знаю. Грим Риппер тоже нормальная тема. Хотя хочу ли я, блядь, в этом ебаном Ватсе быть? Вот эта штука помогла очень сильно в Додмане. Кстати, наверное, ее и возьмем. Ну, тут такое что-нибудь уже добрать, какую-нибудь ахинею, типа, понимаете? Вот это, кстати, пиздатая вещь. Animals. Mutated animals. И можно их жрать. 50% конечности от
Мутированные инсекты. Ну, бля, ну да, это неплохо. Можно, кстати, взять Fight the Power. Потому что, блядь, ну легионеров-то пиздеть будем сильно. Крит шанс. Вот оно, блядь, я искал этот скилл. Еще на прошлом, ну, на 40-м я искал этот скилл, да. Бля, ну там... Я сначала кое-что проверю. Там же при радиации, это, статы уменьшаются. Ну, давайте вот эту хуйню возьмем для Ватса, хотя... Так, чтобы очки не заканчивались, мало ли. Мало ли ГРХ не будет, и мне такой, бля, да. Надо что-то сделать. Харизма, сайенс. Еба... Чё, блядь, плюс 15. Жесть. Well, well, look who finally dragged themselves in out of the wasteland. And where have we been? Crawling through pits of radioactive muck again? Ah, lovely. Figured that out, have we? Would you like a cookie? Well, that's a fine how do you do. Me, quote, dick, unquote. As if I'm the one responsible for the way you carry on gadding about the wastes. I'm not the one that makes us clamber around technus-infested ancient vaults. Было бы угарно, если в зависимости от того, сколько у тебя интеллекта в спешле, короче. Тут бы диалог разный был бы. Do you think I enjoyed that little moment? Fun? Fun? Is tetanus fun? Is rickets? What about sepsis, huh? Enjoy that, do we? The things you do with our body are suicidally dangerous, and if you could silence your glandular impulses, you would hear me screaming at you! I'm not going to lie to you. The prospect is... Look at it from my perspective. Here I have peace, quiet, and safety. Well, barring the odd rogue scorpion. In your head, I've got poison, radiation, grisly injuries, and biological functions. Do you know how much more you can get done when you're not constantly looking for places to urinate? It's quite a lot, I can tell you. I can see there's going to be no reasoning with you at all, is there? I'm nothing more than a slave to your deranged glandular whims. Oh no, please,
Don't leave me here in this nice, safe dome where I have access to nutritive fluids and a fully indexed library. Please don't deprive me of being dragged through a landscape so bleak it was actually improved by the end of the world. I don't know how I could bear it. It's true, the brains here have experienced some degree of deterioration. I'm confident that with a few decades of work, I can solve the problem. Of course I accounted for that! Do you think I'm so stupid? No, you're right. Maintaining my current functionality will be harder than I thought. This bears some further looking into. Let me see. I suppose you'd continue on much as you are now, using that synthetic thinking machine to do the heavy lifting. Unless, of course, the batteries run out. But I'm not entirely sure. I suppose there's a chance that the reintegration would... What form that might take, though, I cannot... Oh no, you don't need this hassle. You're too busy treating your body like a canvas of sucking flesh wounds to deal with your brain. Go... Fine! I know it's great. And you believe them? Really? I know you were recently deprived of my fabulous advice, but... Really? Once I'm delivered into their clutches, they'll find a way past the radar fence and the whole Mojave will be their playground. And that is assuming, of course, that one of them doesn't take a fancy to our body and decide to slip his own brain into it instead. Well, I suppose I do miss those endorphin rushes when we save the day. That arrangement suits me fine. Do try not to get too many holes drilled. Right then, you'd best be off, hadn't you? The think tank will be waiting. No, don't worry about me. When you're gone, I'll flush myself over to the sink. It's amazing how far you can get in this place with a good flush. I'll keep myself hidden in the ductwork. Klein won't suspect I'm inside the dome, so he won't know the pacification field no longer... I can also upgrade the sink's autodock with the procedures to reinstall your heart and spine. With any luck, I'll see you in... Можно ставить роботизированный мозг, спину и вот это вот все. Это optional. Не хочу это сердце и это. Вот это все, короче. Сердце и спинной мозг. Нахуй надо. Лучше роботизированно использовать, импланты, так сказать. Так, ну теперь вопрос насчет левой вот этой хуйни. Она так и не открывается. Ну, должен быть какой-то комп, я не знаю, еще что-то, как-то же туда можно, то нихуя там еще, кстати, таких много. Че, секьюритрончики, открывайте сефу. Ну, валон. Я ему въебал, он мне говорит, иди вперед, сталкер.
А если я еще хочу здесь погулять? Это наркоманство. Ну как-то же туда можно попасть? Вот еще один комп. Ну, это контроль турели, которые, кстати, я не знаю, где они там были. Чтобы они турели наебашили. Ну, что, точнее, не турели, а чтобы они наебашили эти. Пиончика. О! Сработало, да? Нет. Мне кто не скажет, как туда попасть? Пойду на вики посмотрю. По-любому есть какая-то инфа. Ну или должна быть, по крайней мере. Блин, ладно. Завтра гляну. То, что на стриме этим заниматься, конечно. Извините. Давайте пойдем просто по квесту. Мы знаем, где это все находится. Если что, просто придем сюда. Я не знаю, должен быть либо какой-то терминал, либо еще что-то, но все закрыто. Терминалы мы все потыкали, которые были доступны. Уж извините. Так, ну что, будем сейчас с роботами договариваться, я так понимаю. Рафлять над ними. How about that? Old auto docs.
concerned about. Трейдс. Да ладно, блять, вы серьезно? Я заново могу вот это все взять? Насчет смолфрейма не знаю. Мне точно хочется взять штучку на 3% крита. Вообще охуенно, я даже не знал, что можно здесь ресетнуть. Это я сейчас уже брать не буду, у меня некоторые скиллы уже по 100. Не, а чё фигней заниматься? Вот, и агилить, все правильно. Кайф. У нас еще 3% крита добавилось. Си-13 темпа. Чего? Что за имплант он может поставить? Вау. Казадор дэмэдж. Прикольный имплантик. То есть здесь много таких можно найти? Охуеть, блять. Косметик сержери, блять. Гарно нахуй. Но эти 3% крита того стоят. Посмотрим, что нам там сейчас returns. Our lobotomite. Fight? Colleagues! Think tank! Alert! Alert! А зачем, блять, кстати говоря? Будем диалогами с ними разговаривать. Да, понятно. Ну, это там специальное поле, когда ты заходишь в эту локацию, что типа поле пассивности, не агрессивности, как миролюбивое, вот это все такое. Now, your brain. Hand it over, or we'll... And what could we possibly have to speak about? You have the brain, we have the technology. All... With it, we can finally leave this place. I cannot tell you how... And we have so many questions to ask your brain first. About this Mojave place. A fertile testing ground for our experiments. Короче, можно с пищом. Нет, это мозг Мобиуса. There's no way Mobius would condescend to step inside you. Besides, there's no way such a thing could... Наука 100, ебать, у меня есть.
Push for side, missiles, laser setting. Oh, You it's my speak the command. truth. And the decibel variation in your voice, it is Mobius. How dare you breach the think tank? And what do you want here? Here. А, ну понятно, я понял. That's no deal at all. There's a whole world beyond the crater, filled with ideas and possibilities. We could have escaped, seen it all for ourselves. Partner with you, my foe, my rival, my foremost critic? I have a strange sensation that I would like that. How odd. Very well, partner. The think tank is at your service as long as you do not destroy us. Окей. Mobius. Блять, самый, наверное, крутой злодей, нахуй. As it had been in the years before the Great War, Big Концовочка, да. Mountain, the Big Empty, А можно с became мозгом home to искусственным one of ходить? the brightest minds Или of хотя the бы с некоторыми другими 23rd деталями? century. The courier watched over the Big Empty for years to come, caring for it and keeping its discoveries safe until they were needed to help others. Which had always been Big Mountain's purpose. Past the laboratories and science, it had always been intended as a place to build the future of all mankind. The courier had scoured much of the Big Empty, although secrets still remained in the crater's depths. Perhaps that was for the best, however. Curiosity, while sometimes rewarded for its efforts, often proves to be equally dangerous. The Forbidden Zone continued to be, true to its name, forbidden. No more robo-scorpions were sighted in its canyons. Big Mountain became even emptier, devoid of Dr. Mobius's proclamations forecasting the destruction of anything that dared possess sentience. Still, it is said he lived on in the equations inscribed on the floor and walls of the Forbidden Zone dome. A cobweb tracery of symbols that told of 1,000 brilliant thoughts, now lost to time. Может, его все The же можно sink atop the добивать? dome gained a frontier town feel, with the few modules Ну, installed. серьезно. They shouted at each other Mobius across слишком the крут. HQ occasionally, either threatening each other or announcing a discovery. It kept things lively. Secretly, the Sync Central Intelligence Unit was relieved that not all of the personality chips had been found. What was there was enough. Blind old Jefferson, with sounds the courier brought him, created a symphonic counter-frequency that saved Big Mountain from sonic invasion in 2910. If you didn't hear about it, good. Autodoc, always gentle and methodical, kept sewing up the courier in all the right places when the skin split open from repeated wear and tear. The Autodoc was just glad to have purpose again. It heard its simpler brothers and sisters who got shipped to the Sierra Madre were bored out of their skulls in that toxic dead city. In time, the Autodoc found a way to deactivate the Y-17 trauma harnesses, releasing the corpses they had held prisoner for almost 200 years. As the courier made his way through the X-8 facility, the computers analyzed the test subjects' movements. They eventually created new cyberdogs to root out commie traitors from the wasteland. Traitors like Betsy Bright, Richie Marcus. Although they couldn't seem to find any commies, so they turned on themselves, howling sonic barks that echoed miles across the landscape. The infiltration program in X-13 continued to scan for the subject and the stealth suit prototype long after the test was over. Frustrated,
And unable to find its lost technology, X-13 expanded its network of laser tripwires, sensors, and robo-brains out across Big Mountain. This glittering blue light beam forest cleanly bisected anything that entered its depths, slicing them into small segmented parts for easy disposal. The courier left the brain at the Big Empty. A strange thing to say, but it was the truth. Brains are less important than they may seem. When the courier's body finally passed, the brain was saddened. It kept on, remembering the vessel that had once contained it. Even at the end, when it started to fail, however, the brain resisted going into a floating chassis like the think tank. It never said why. Perhaps it was out of respect for the courier's body. All things must come to an end, and to hang on to the past is something that's not to be undertaken lightly. Dr. Klein and the think tank remained alive, unaware of the world outside. They looped through their daily routine, none the wiser about the world beyond, although perhaps wiser was the wrong word. The world outside belonged to the courier, and if anyone would shape it, well, the courier had already called dibs. There is an expression in the wasteland, old world blues. It refers to those so obsessed with the past they can't see the present, much less the future, for what it is. They stare into the what was, eyes like pilot lights, guttering and spent, as the realities of their world continue on around them. Science is a long, steady progression into the future. What may seem a sudden event often isn't felt for years, even centuries to come. In the times following the Second Battle of Hoover Dam, however, old world blues took on a new meaning. Where once it was viewed as a form of sadness, nostalgia, it became an expression describing the potential for the future. It can be easy to see science as evil, technology unchecked as the source of all ills, all misfortunes. With the courier at the helm, science became a beacon for the future. There was old world blues, and new world hope. And hope ruled the day at Big Mountain. We could say more, but the stories in the Big Empty speak for themselves. Now armed with the transportal ponder, the courier could return to the dome at any time and crack open the secrets of the Big Empty one by one. The Sink sat vigilant, waiting for its master to return, shoes covered in Mojave dust. Only one road yet remained, and it was one the courier had to walk alone. Ну чё, можно отправиться. Не, можно, конечно, еще you acquire Big Mountains. Так, the capable transporting you and you alone between the Mojave Wasteland and Big Mountain. To return to Mojave or go back to Mojave, simply keep the transport ponder. You would any weapon, pull the trigger, and you. Oh no, that won't work. Dangerous in combat situations and totally capable of harming your enemies. Huzzah, sir! Huzzah! Huzzah, sir! Ooh, yeah. В общем, что я думаю? Мы, наверное, сейчас пойдем сразу в следующий DLC. Нам нужно патроны захватить. Хотя я не знаю. Блин, потусить может здесь еще. Let's see, 4, 5, 8. Nice to see you back. Минимум, что я точно хочу взять, я хочу взять снайперскую винтовку, да. Вот эту. Тоже взять патрончики. Ну давайте, ладно. Где тут телепорт?
надо выйти, да? Ой, вот мы и вернулись. Так, а он же не весит ничего, я надеюсь, да, особо? Да, он вообще ничего не весит, ну и шикарно. Так, что я хочу сделать? Я хочу сразу же отправиться. Наверное. Слушайте, что у нас с инвентарем вообще? Надо много чего забрать. Короче, нам нужны 45-70 патрона. И 308. Надо скрафтить будет уникальное. Посмотреть, что как. Блин, Old War Blues, оно прям такое согревающее, приятное дополнение. Надо еще побольше пообщаться будет с этими типчиками разными. Ну и хорошо, что в это дополнение можно заходить. После окончания его. Я там еще посижу, я думаю. Просто сейчас хочется next пойти. Я там посижу, поделаю там какую-нибудь херню. Ну, то есть, например, соберу все 10 этих холотейпа, короче, чтобы всю инфраструктуру восстановить, да, свою там, в своей комнате, грубо говоря, если вы понимаете, о чем я. Вот. Не понял. Что-то странно как-то. Он, может, и не здесь сидит, на самом деле. Нет, здесь это сидит. А, вот он. Нет. Так, ладно. Always nice to have a friend. 308 мне дай, пожалуйста. И 45-70, естественно. Thanks. У нас комбо идет. Почему? Ну, он тут копеечный вес перевешивает. Кстати, тут только один этот Dev Claw в этом DLC в третьем. Я не знаю, просто в дорогу хочется пойти, там много лута интересного, плюс конечное решение, вот, то есть как бы хочется из-за этого больше туда пойти, а потом уже оставшимися делами заниматься, так сказать, на этом сейве, то есть тут... Блин, классно, ну, не классно, а жалко, что не сохраняет игра вот это вот ощущение прокачки и всего вот этого до самого конца игры. Есть много бесполезных перков на самом деле. Нужно что-то больше. Так. Gunrunners Арсенал. Поразбираем сейчас 308 и 45-70. Вот. Так, и теперь 308. Давайте в нашу комнату, как обычно.
Надо слить некоторые вещи. Сколько дамага будет сейчас? 86, бля, ну это мало. Ну тут снайперки и так полом. Но хотя бы они урон свой не бафуют с некоторых скиллов. Вот. Поэтому, в принципе, окей, пойдет. А где... Вот там починка оружия, там вот это все. Они где-то были здесь weapon киты, по-моему. Докторс бэк. Немножечко возьмем. И... Шикарно. Дополнение тоже сложим. Это для починки секвоя. Убираем это. И... У нас 357 лежат. А, ну правильно. Я вспомнил, почему они лежат. Это все оставляем. 5.56 я убираю. Ну, как-то так. Вообще не помешало бы оружие починить, если честно. Но ладно. Ладно, погнали. Canyon Wreckage. Все равно одним тут тоже пробегать надо. Погнали, посмотрим, что там. Ну, есть у меня ощущение, конечно, что я не все отбегал в World War Blues, но мы туда вернемся, говорю. Experience ебать 25. Погнали. Вот оно. Longsome Road. Блять, сколько же здесь лута интересного. О, продовольствие. Ну тут уже круто, согласитесь, вот этот дизайн локации, вот это реально интересно. На втором прохождении надо будет грамотно компаньонов пройти. Но я еще рано, кстати, это. Мне еще вон надо некоторые компаньонские квесты доделать, там еще есть чем заняться. Ну, это DLC я прям отчетливо помню. Потому что я, по-моему, первым в него попёрся. DLC-шный вариант ТД. Парк Юлдер. Бля, но он весит дохуя. Уж извините, конечно. Говорю, как есть.
ЭД. Но это не тот ЭД. Experiment log 369248/B. iBot Duraframe Universal Interface Overrides. We've boosted signal gain and enlarged the overflow buffer system. That should ensure 100% connectivity and control. Eddie, whenever you're ready. Yes! Success! Great job, team. Ну это стоит кэпсы. Блять, еще и вот. Пожалуйста. US Army Combat Armor. Это как? Вот какие-то апгрейды. Riot Gear. Но нам не Riot Gear нужен, нам нужно руку ебать. Он, а что так дешево стоит? Удивительно. Погнали. О, та самая ядерка, которую мы куда-нибудь пустим. Интересно же, куда мы ее пустим? To original D as well, бля. Будем искать какой-то. Сэр, можно взломать комп. Итак, что это? Managed. Нет. Decided. Что у нас здесь будет? Duraframe project isn't advancing quickly enough. I'm too... You didn't even disengage his damage avoidance protocols. You're hurting him. Don't be ridiculous. It's just a machine. See here, I've already increased the navigation system's efficiency by 65%. Get the... Fine, Whitley. It's your lab. At least until I tell the Colonel about this.
Да, там некоторые диалоги, конечно, с ЭД угарные вообще. Ебать, там робот нас поджидает. Бегаем. Бегаем. Да, пока он разворачивался, он уже 4 ебало словил. Дырки. Просто 4 дырки. Просто горит пацан. When he tries to match you ranger with a big iron on his hip. Блять, что за хуйта? Конечности, О, это крит был. Бля, жесть вообще, просто эти ракеты я не могу, у меня конечности повреждаются. Не, ну крит у нас сейчас доп еще 6% идет. За счет, ну, 3 с брони и 3 с перка, который я все же решил взять. Нужно найти ключи. Тут уже Кент поджидает, так сказать. US Army General. Короче, генерал. Не понял, а если... А если бы у нас не было 75 науки, тогда бы что? Мы бы не смогли дальше пройти? Что-то пахнет неиммерсивностью так-то. Ладно. Revolution. Scavenging. Блять, Concoction или что там было написано? Ну похуй. Сейчас уже поебать. Dev Clause. Suspicious. Dictators или Gladiators, блять. Ну долго, короче, мы ломать этот комп будем, ну ладно. Я не понимаю, почему в Зайоне здесь играет музыка легионерская, вот это вот с их базы, так сказать. Не понимаю. Тейпестрис. Что такое тейпестрис? Мы где активировали? Бля, надо было их лутануть. Грейкс на модели. Плазма, что ли, просто обычная, да. Еще, блин, вот на самом деле я говорю, мне на хардкоре нравится больше играть, потому что тимпаки, ну, потому что играть сложнее, прикольнее. Но в чем вот точно плюс не хардкора,
это то, что вес. Вот это вес патронов и так далее. Ну, блин, ну я же в игру играю. Я не хочу тратить навык, который в 2 раза там это... Если вес предмета составляет 2, то он уменьшается вдвое, короче. Ну, то есть, типа, короче, любая бутылка, которая весила единичку, будет весить половину. Любая хуйня, которая весила 2, будет весить 1, там, и так далее. Вот, то есть, вот это просто выкинутый перк. Ну, естественно, блядь, на хардкоре ты не сделаешь уже идеального персонажа. Я пол игры отходил практически без этой хуйни. Я помню, когда я этот перк взял, я так порадовался, так сказать. Потому что реально мне стало хватать хотя бы веса, чтобы просто переносить несколько там патронов для моего оружия. Ну, несколько типов патронов и разные стволы, так сказать. Вот. Ну, это ж пиздец. Соответственно, я не буду брать эту хуйню на... Я, наверное, кстати, следующее прохождение, блядь, таким же сделал. Я уже скучаю по своему лаке 357 калибру. В сером отряде хуй я пойду в первую очередь. Хуй я туда пойду в первую очередь. Только в последнюю. Во-первых, потому что это самый кайфовый DLC. Во-вторых, там, блядь, извините меня, есть проки по... Ой, у вас нужно 100 репера, 100 там науки, 100 там медицины. Вот это все, короче. Также Salt War Blues. Я считаю, что в первый DLC, наверное, надо идти. Это в Зайон в ебаный. Там... но он же идет как 10 плюс левел, правильно? Old War Blues идет 15. Хотя там очень много чеков высоколевельных на самом деле. И далее. Этот... называют Dead Money 20 и Одинокая дорога это вообще 25-й. То есть, как бы, в принципе, сюда надо последним идти. Ну, я говорю, в Зайон, кстати, в натуре надо идти первым. Единственное, что напрягать будет и непонятно, что с этим делать, это вот противники, которые там действительно невероятно сильные. Откуда security коды надо брать? Кто-нибудь объяснит? Понятно. Ну и главное, это не зафакапить квесты Рауля. 100%. Единственное, что я вот точно не хочу делать персонажа с низкой удачей. Мне вот настолько нравится этот стат. А вот насчет интеллекта, бля, я, наверное, кстати, не буду больше с десяткой интеллекта играть. Честно говоря. Можно и поменьше поставить. Не знаю, как я опять буду играть. Может, опять с пистолетами отбегаю. Наркоманство, блядь. Поэтому нахуяривает жестко, да? Так, ну тогда психа. Есть импак. Мидикс. Ну, шоп, персепшн еще поднять. RX, Мидикс. Докторс Бэк. То, что у нас полюбас уже. Блять, нахуй я это сделал? Нормально, пойдет. Давайте 15%, конечно, вообще жестко с этими патронами отбиваются, блядь. Ну там только с Раулем ходить в натуре. Просто посмотрите, я пару выстрелов сделал, там уже все просто оружие, блядь. В ахуй ушло просто. Просто сдеградировал. Ну ладно, там АД его чинит раз какое-то время. Брат, почини мне оружие, пожалуйста. Ну, короче, СВЦ патроны с этим перком на плюс 3% крита лучше не надо. Вот все, что можно здесь сказать, лучше не надо. Потому что 15%
Ну, я говорю, там нужен, короче, прокачанный Рауль, чтобы это как-то нейтрализовать. Либо ходить и каждый раз в инвентарь, блядь, после обоймы. О, вот. Charging ahead like the rest of our brothers, blood in your eyes. Heard tales of you walking the Mojave, casting off your disguise, yet you carried that chip, determined to take it to Vegas, not Kaisar. You and that ship deserve each other. 29 fewer coins than other traders have carried. By history, I hold Legion to be my brothers, even as misguided as they are, and you, more so than most. Legion wears many colors, east and west. You may be blinded by Vegas' light, or the promise of that chip. Or maybe you walked so far west, the bear's sickness crept into you. We'll see. Your offenses before Kaisar, the least. Machines, bombs, things of NCR are your tools, not mine. America sleeps ahead of you. Its nightmares filled with quakes, storms. That means waking America's spears up from their sleep. Who are you who do not know your history? You came all this way for answers. Only currency I have. Nothing else to be gained. Could turn around. If history matters to you, you'll need to earn it. Any logs of mine, for now, find the trigger for the warheads buried in Hopeville. Use it to keep moving. The divide will send its worst against you. Road gets rougher from here. Courier. They'll lead. Короче, он с тобой ведет разные диалоги в зависимости от того, какая у тебя репутация. Вот, и с разными фракциями. Я помню, когда я с ним лично встречался, у меня тогда в NCR жесткий плюс был, или к легионерам я, естественно, не очень хорошо относился. И он, типа, говорил, типа, вот, там, типа, чувак со знаком медведя, вот это все там. Короче, вот так. Пиздец, вы видели, блядь? Обойму выстрелил, там процентов 10 сняло просто. 5 патронов, блядь. Чё-то очень дороговато будет тут все чинить, если честно. Уж извините. Говорю, как есть. Интересно.
Антиматериальной винтовкой, кстати говоря, ходит пацан. Так, что здесь интересного? По идее, это должно быть самое долгое DLC, хотя я бы вот сказал, что на самом деле Old War Blues, если там не чисто по сюжету бежать, оно тоже не сверхкороткое, давайте уж по-честному говорить. Терминал для покупки там всего и вся. Блять, ну это пиздец, конечно. Тут даже вопросов нет. Хорошо, что у меня прибор мани есть. Ладно. Бля, ну пиздец, этот перк, конечно, вот. И его все время так советуют, блядь, да, если у вас критический билд, блядь, 3%, я понимаю, если там хотя бы 5 было бы, но это, блядь, 3% ебаных. Это ж просто пиздец какой-то. Причем, не, ну если использовать, наверное, обычные патроны, такой сильной деградации, конечно, не будет. А если еще взять Рауля, тогда вообще все четко будет. А если Рауль еще будет со вкачанным своим перком, будет еще все четче, ну как бы тут вот мы в дополнениях, и здесь нету никаких Раулей, это во-первых. Во-вторых, ну, извините меня, я выстреливаю, блядь, 5 патронов. Ебать, прикиньте, там бочка пошевелилась, и у меня это, она мне какой-то микроурон нанесла. То есть вот я сделал 5 выстрелов с секвоя, это ее обойма, по сути. И там 10 или 15% деградации оружия прошла. Да, я стреляю необычными патронами, которые усиливают деградацию оружия. Но это все равно пиздец. Так сильно там не отнимало до вот этих 15%, блядь. Ух ты. Заебись. Все, застрял. А нет. Hopeful Missile Base Loading Station.
Ну, кстати, у этого оружия дюрабилити получше. Просто у секвой еще самой как бы дюрабилити хреновая. Здесь вон там обоймы летят. Нормально. Ну, просто у секвой пиздец какой-то. Ну, извините меня, блин. Карта вообще выглядит. Ебать. Нормально она выглядит. Эрт, бипинг. Кто там? А, они клаудом этим стреляют, да, вы чё, охуели, ребят? Это жестко. Нормально, да, видите, в голову чекает. Пойдет. Это еще с обычных патронов, кстати говоря. Он отхиливается. Где-то два разных просто. Что за прикол? Бамс. Бля, ну тут вообще, конечно, круто. Декорации, вот эти все. Кайф. Сейчас надо водички выпить. Ну да, придется убирать хардкор. Как минимум, чтобы перки не брать не нужно. Сделать себе более сильного идеального персонажа. Вообще, я изначально в Нью-Вегасе любитель пистолета плюс снайперки. Это вообще самое прям идеально. Ну, в принципе, блядь, на этом прохождении так и получилось. Давайте будем честны. На следующем, естественно... Если я буду выкачивать идеального персонажа, там не идеального, ну, короче, я буду раньше ходить DLC, естественно, гораздо. Вот. Чтобы получить какие-то важные штуки, например, ту же снайперку Кристины, да. Сейчас у меня, по сути, уже там полуконец игры. Вот. Соответственно, в World Blues я пойду гораздо раньше, к примеру. Если захочу, если мне это потребуется. Вот. Слышите шаги, нахуй? Я слышу шаги. Вот вплотную ходит. Но его там типа нет. Ой, да, кстати, не убивается на хардкоре. А потому что, блядь... Что за наркомания? Блять, реально пейн, нахуй. Нормально он вышел, да? Не, давайте мы сначала вот сюда.
потом голову. Здесь даже не легионерская музыка играет внезапно. Но ЭД вырубается, они умирают на хардкоре, потому что наверняка... Ну это не наверняка, это сюжетный персонаж, то есть он не может умереть. Ну блин, вот короче, знаете, вот если бы на хардкоре можно было бы убрать вес боеприпасов и сейчас скажу, блять, чтобы, короче, что-то еще, по-моему, я хотел. В принципе, нет. Только вес боеприпасов ебучий, если убрать, я бы и продолжал бы дальше на хардкоре играть. Ну, в принципе, вот как есть, говорю. Честно. Ну, слушайте, ну здесь какие-то сверхпроработанные локации. Здесь и двери, и то, и сё. О. Пожалуйста. Аудиозапись. Like the sands of the great salt lake, echoed the beating in the divide sky, like storm drums of the white legs. Ran with them on the salt beds at Caesar's command. Cut the throats of the two-headed bear, cut all communities off. Use storm, sky, disease, fire, starvation, and the violence of the ignorant to ruin all who could. Might stand against him. But the Whitelegs, they couldn't live on their own like most scavengers. So gave them purpose, turned their hunger into a weapon. The wall of New Canaan, too high for Caesar. Too proud, maybe. Or maybe something there from his past that needed killing. Memory of Graham. Help them dig out Canaan's supply caches and other secrets the sands hid. Bunkers filled with powered weapons even the Brotherhood might desire. They call these new weapons storm drums in the firing of shells. Taught them the power in the casings to channel the spirits in their guns. Me, they called me the flag bearer. Glory in my hand, in my staff that still bore the weight of the old world. As the symbol on my back did. I learned their weapons as a means of respect, and when it came their turn to pay respect to me, history came rushing back. Can't escape what's been done. History's there, no matter how far you walk. Я думаю, он жив. Это уже вторая дыхательная маска. Я думаю, это неспроста. И она нам еще понадобится. Ну, Riot Gear, пожалуйста. Ну, я забираю, да, естественно. Но я отдам. D. Нам нужна немного другая там штукенция. Так, допрыгиваем, да? Что, блядь, происходит?
О, это ваншот, прикиньте. Нормально так, да. Ваншот с обычных патронов причем. Но это еще сник-атака была. Ау. Пиздец. Пиздец, бля. Я помню, почему я эту снайперку захотел взять тогда. Она поломанная просто неебически вообще. Ну, такая же, как и у убийской компании, в принципе. What the fuck? Ебать, это чё? Вась. Вы слышите, он как он стреляет? Вась. А чё это за хуета, реально? Вась, ты своим гранатометом, блядь, ты откуда стреляешь? Ебать, он все это время был наверху, можете себе представить. Давайте по правой руке ебанем, блядь. Там чертовозу, блядь, своим гранатометом, нахуй. Он что, его опять сейчас возьмет? Не смешно. Пам. Умерли. Ты заебал в натуре стрелять с нее. Че это за ракетница такая странная? Вот она. Red Glare. Кальный ствол, что ли, какой-то? Ну или, кстати, следующий билд можно сделать на дробовички. Я вот думаю, стоит ли выпускать видео на ютубчик своим билдом по Fallout. Я вообще ничего не понял, что происходит. Так, а где Грейс? Нормально. Дамаг сумасшедший, естественно. Просто в голову ваншот. Что-то криты прям с этими 3% стали постоянно лететь. Удивительно. Крит. Всем ебальники взрываем только с крита. Это неадекватно, да. Еще один. Это странно. У нас 100% крит внезапно появился или что нахуй? Что мне теперь надо лазером будет наводить сейчас, да? Все, я понял, как эти боеголовки выглядят. Чё? Нормальный взрыв такой был. А мы же здесь были, блядь, я уже сюда проходил. Да, классно. Их 30 штук, прикиньте, надо взрывать. Блять, что они делают?
Ну вот снайперки настолько поломные, что им даже не нужен этот... не нужны... Это обычные патроны, by the way. Что им не нужны даже это, никакие скиллы набав, блядь. Ой, блядь. Ау. Бля, ну стрелять с этой снайперки Кристины вообще пиздато. Бля. Ау. Угу. Бум. Странно, крит как-то мало снял первый, ну ладно. Blade of the West. Это уникальное оружие, походу. Надо забирать. Да, здесь типа опасные ходят. Не, ну если бы я ходил бы с антиматериальной винтовкой, мне бы вообще, в принципе... Я вот такой думал, а как мне вот Зайон, да, вот пойти, например, на лоу-левеле, если там такие опасные противники ходят с некоторым там оружием, да, где мне даже сейчас тяжело было, когда я туда ходил. А так, если вспомнить, как бы, блядь, ну, в снайперском билде было бы не тяжело вообще. Или если бы я просто снайперками пользовался. Угу, вот тут еще одна херня. Сейчас. Надо будет, кстати, на следующем прохождении крысобой заменить пораньше. Вот это будет правильным решением. То есть заменить крысобой пораньше на снайперку Кристины. Ну и напарников качнуть пораньше. То есть квест Рауля не запороть, потому что тут баг на Xbox версии. Все надо учитывать. Я, наверное, за Раулем вообще плюс-минус сразу пойду. Единственное, что только хуй знает, что на Big Mountain делать. Ну ладно, разберемся. Shoulder mounted, блять. Что, блять? Интересно. For her damned efficiency guidelines. All experiments will be carried out with the test subject fully active to reduce iteration time. I've explained this to the Colonel. Just because the iBots don't have true AI doesn't mean they're just machines. I guess results are all that matter around here. Forget things like ethical procedures. I'm starting to have... Блин, АД, конечно, умиляет.
Нормально, да? Я сейчас захуярю, изи. Ладно, чтобы много урона не потерпеть. И что мы сделаем? Чем же мы его наебашь? Watch out. Очень сложная сложность, блядь. Было выдержано невероятное количество урона. Было потрачено много выстрелов. Было реально тяжело, но мы справились. Оглушающий, я так понимаю. Бэнг-бэнг. Minimal resistance там было написано. Ой, ебать, бедняги. Знаете, что мне не хочется делать? Получать лаки очки, блядь. Но там по-другому никак. Придется опять воровать труперов, либо баг обузить, короче. Ну там экспы дается с багом. Когда ты учишь их типа минами пользоваться. Who the fuck are you, motherfucker? Здорово. Ну это чисто, давайте будем честны, это зареколоренные эти чуваки, которые споры разносят. Поняли, да, о чем я? Что-то как-то их, это... Не хочу я на них это все тратить. Где мой Light Shine in Darkness? Типали нахуй, чепухариусы ебаные, блядь. Да, давай там тоже наебашивай конкретно. Да, вырубился, что ли, или чё? Да, полуживой. Бля. То есть они вылазят, огребают, а потом уходят, чтобы вылезти и огрести еще. Что-то с другой стороны. Не знаю, Саша, тактика какая-то или что это такое? Чего, блядь? Ты не слишком ли больно бьешь? Кстати, реально больно бьет. Вон мы выходим на хай-дорогу, хайвей, так сказать. Ну так, потихонечку, сами понимаете. Запугивать этих хреней, короче, все, я понял. Не, зачем это? Это экспа лишняя. Кстати, 45-го калибра-то не так много осталось. Picking up the signal from your machine was quiet for a time. Thought the road had claimed another of the Legion. Too many of the bull have already fallen here. Почему думаешь, что легионеры? У меня одинаково хорошая репутация с тем и с тем. О, видите, Legion. Mask and Blades. You haven't seen enough of the Legion yet to see what they worship.
what they hold on to, even after what happened to them. They bear false versions of Legate Beneus's mask, the one Caesar fashioned for him. Thought it was an insult at first. No better now. It's shaped from divide metal, not with care and strength, but with hate. Keep crude, effective, like the blades they carry, distant mirrors of their legate, a symbol they can hold on to, while the pain makes for strange allies. The hate the bear and bull shared across the battlefield, now turned against the divide. Many NCR were already here when the destruction happened, keeping the route east open in fear of Caesar. Fear. The dam, that old, the bear, NCR, couldn't be allowed to reach it easily. Kimbo, Caesar, house. You'd think their whole world was that wall, cutting the Colorado, if I'd never laid eyes on it. But once found, it was all Caesar could see. That, and the flag beyond it, another. And the divide, one of the roads to it. Legion was tasked with cutting that artery. If you can't kill the bear in one stroke, bleed it, starve it. That kind of murder. It's what any of the Legion would have done. Tunnelers, predators that make their own roads beneath the ground here. Divide broke their sky, showed them the world above, and this be a slower death for the Mojave than bombs and fire. But they'll come before its people. Makes sense. Truth favors that. Matches the history of this place. Were signs they were here for a long time. Before marked men. Before what happened. If so, they were buried deep. Might have been born the day America's embers started to settle. Seen what? Death will come from below. In the divide, need to watch the sky and the ground. They'll start emerging throughout the Mojave in time. Might be years, probably less. They breed fast, hunt in groups, more than enough to bring down the strongest in the Mojave. Once they draw blood. Seen them tear apart Deathclaws. Deathclaw might get some, but the rest will swarm it, tear it apart, like Denver hounds. Mojave and the Divide aren't the only places I've walked. Walked the east, too, before the bull came. Then, much like the Mojave before the bear, tribes, towns, clutching to life. Bull did a better job. The tapes. Had tech for... Maybe. You, perhaps, found them. Heard if they matter. At the end of the high road lies Ashton. It's that machine. I'm with you. It hate? No. You're a machine. It's just a tool. Many in the Mojave think there was life, a town. All roads lead back to one's home. Can't have been just a job. Was something more to you. Сейчас нас будут убеждать, так сказать, в том, что наша работа та спасная фишка и так далее.
It means everything. It was you walking that road that kept the divide alive. It grew from what you did. Settlers, camps, filling that chance for a new nation. Could have breathed new life into the Mojave, bridging east, west, like Hoover Dam. No. NCR saw the worth in that road you made. Staked a claim, whether it was wanted there or not. True elsewhere. And where the bear tries to cling to life, the Legion comes, bearing messages. Some brought by... You knew what was coming. This time you carried the burden. Walk west into the sun. Ну и теперь нам нужно пройти, так сказать, по высокой дороге. Да, тут уже кенты встречают. Сами понимаете. Уф. Здесь много уникального оружия, конечно. Очень много. Уже просто пальцев одной руки уже не хватает. О. Можно продать оружие, починиться. Ну да, это DLC очень крутое. Бам. No chance просто. Ваншот. Ваншот, ваншот. Удивительно, что столько бьет она. Сколько у нее еще раз? Сейчас урон под этим. 108. Ну, плюс крит. И у нее модификатор на шанс крита и крит дэмэджа. Я думаю, Девкло тоже ваншот улетит. Ладно, на этом закончим на сегодня. Продолжим завтра, наверное. Всем спасибо, кто смотрел. По Outworld Blues... Old World Blues, я еще туда вернусь, говорю, доделать некоторые вещи, если захочу. Либо просто создам нового чара, потому что, как бывает в игре, ты, допустим, даже если ты уже играл, но все забыл, ты заходишь и такой, это что-то неправильно сделал и так далее. У нас квест напарников некоторые там за эти, ну, как минимум квест Рауля за это, ну, забагался. Короче... Некоторые вещи по-другому, может быть, в начале что-то пораньше взять. В DLC пораньше пойти, опять же, это 100%. Хотя бы вот за этой снайперкой сходить пораньше точно не мешало бы. В Зайон тоже сходить побыстрее. Вот, потому что мы в основной игре большую часть времени провели. Вот, ну посмотрим, ладно. Может быть, какие-то перки, да, переделать. Какой-то другой билд собрать. Посмотрим. Ладно, все, на этом все. Всем пока, спасибо.